Привет! Я люблю 3D-графику и занимаюсь ей уже 5-й год. Последние месяцы я работал над локацией для игры, используя Blender и Unity. В видео покажу весь процесс, с нуля до результата, а также расскажу о 6 пунктах, которые, возможно, сэкономили бы мне немало времени и сделали локацию чутка лучше. Надеюсь, они будут полезны всем, кто планирует делать игру или просто локацию для арта. Задача — создать железнодорожный вокзал, его вестибюль и часть перрона. Стилистика похожая на аниме. Это значит, что я не использую PBR-материалы, а только нарисованный Base Color и Ambient Occlusion, а также обводки по контурам объектов. Насобирав референсов разных вокзалов, вместе с заказчиком мы выбрали 2. Терминал Хобокин, штат Нью-Джерси, США, стиль базар, и вестибюль Витебского вокзала в Санкт-Петербурге, стиль модерн, или арт-нуво. Их архитектурные формы — непростая задача, но при этом возможность сделать запоминающийся уровень. Как лучше искать референсы? Кто-то считает, надо собрать доску со всеми элементами сцены от фасадов до стаканчиков кофе, а еще круче сразу же план работ в виде схемы. Я так не делаю, а мне легче стартовать с пары информативных ракурсов, их держу на втором мониторе в PureRef. А когда дело доходит до моделирования конкретных объектов, закидываю главный реф в один из этих сервисов и ищу по выделенной зоне крупные ракурсы нужного мне объекта. При разработке первый этап — это блокинг, а за ним грейбокс. Их путают, но есть отличия. Блокинг задает общую композицию и масштаб. Используются максимально базовые примитивы — кубы, сферы и цилиндры. Тут точность не важна, она тормозит процесс. Для самоконтроля одну версию блокинга лучше ограничивать получасом работы. Плавно блокинг перетекает в грейбокс, а может вообще начаться сразу же с него. В грейбоксе выставляются точные размеры. Объекты начинают приобретать свои реальные формы. Жанр игры, для которой делается эта локация, ближе к сюжетному адвенчур, поэтому геймплей размеренный. Нет необходимости продумывать укрытия, зоны паркура и прострелы, которые тоже закладываются на грейбоксе. Вместо этого я направил свое внимание на пропорции объектов, продумывание схемы здания и зон, где игрок будет выполнять задания. Их 4. Зона скамеек, кофейня, кассы с билетами и второй этаж. Реальный вестибюль, вероятнее всего, мог бы быть больше, но нужно ли это для игры? Если вы создаете игру, сборку грейбокса советую сделать сразу же в движке, чтобы побегать за персонажа. Но в Blender также есть режим Walk Navigation. Активируется нажатием Shift плюс тильда. Он помогает оценить пропорции от первого лица. Для создания большинства объектов я использовал модификаторы. Это гибкий процедурный подход. Можно вернуться и изменить параметры изгиба, толщины, расстояния или количества. Если моделировать и дублировать, это будет деструктивный подход, так как нельзя вернуться назад без отмены действий. Чем дольше вы можете не применять модификаторы, тем выше гибкость. Плавно этап грейбокса перетекает в whitebox. Здесь я приступаю к моделированию самых маленьких архитектурных форм. Покажу на примере скамейки. Фасад скамейки состоит из 4 крупных форм, и каждая из них симметрична, а значит можно использовать модификатор Mirror. Это сэкономит время и текстурное пространство. Прикинув подобный план, сразу же реализую его в Blender. Рассказывать, как моделировать в этом ролике я не буду. Про инкрисы, булины, бевелы есть много хороших гайдов. Начинающим 3D-художникам, которые развиваются в направлении геймдева, хочу посоветовать бесплатный мини-курс создания игровой 3D-модели с нуля от VideoSmile. Курс состоит из 7 уроков, в которых вы пройдете весь пайплайн создания игровой 3D-модели на примере этой бочки. От моделирования до настройки физики в игровом движке. Автор мини-курса Александр Коляса, профессиональный 3D Environment Artist из студии Techland, который работал над такими проектами, как Dying Light 2 и Dying Light The Beast. Он познакомит вас с основами Game-Ready моделирования, поэтому курс будет очень полезен начинающим. Если во время обучения возникнут вопросы, на платформе вам помогут кураторы, а также для всех участников мини-курса есть отдельный чат в Telegram. После окончания вы получаете именной сертификат о прохождении, готовую работу в портфолио и подарки от VideoSmile. Ссылку на этот бесплатный мини-курс оставил в описании.
Если объединить получившийся модуль в один меш, то мы применим все модификаторы, и в дальнейшем будет неудобно красить. Поэтому я буду дублировать этот модуль через инстансы. Для этого понадобится плоскость. Размещаю ее в центре модуля и привязываю все объекты к ней. В свойствах объекта включаю инстансирование на Faces. Исходные модели можно временно скрыть, а на плоскость наложить Array для дублирования. В любой момент мы можем вернуться к исходнику и отредактировать каждую из моделей. Тут важно немного оттормозиться и разделить локацию на части. Есть модули, которые вплотную стыкуются между собой. Они идентичны по форме и текстурам. Это нижние арочные фасады, проемы окон, колонны. У таких моделей всегда есть угловые версии, их тоже надо учитывать. В локации есть пол с узором плитки. Большая его часть состоит из тайловой текстуры. Она полностью бесшовная и повторяется во все стороны. Также есть плитки, выложенные по периметру стен. Они тоже бесшовно повторяются, но только в одном направлении. Такие текстуры называют трим. Карнизы под сводами потолка тоже идеально укладываются в тримы. Уникальные объекты, часы, вазы, фонари — это самые простые архитектурные пропсы. К ним также относится большой газетный киоск посередине. Все арочные модули почти одинаковые, за исключением их наполнения. В одних есть двери, а в других стены. Так получается один родительский модуль и два дочерних. Русты, так называются декоративные углубления в фасаде зданий, словно созданные для паркура в Assassin's Creed, их пришлось вычитать из арочного модуля, чтобы придать реальный объем. Учитывая, что персонаж может подойти к ним вплотную, в виде текстурки на плоскости они бы выглядели плоско, без эффекта параллакса. А вот верхний узор дальше от взгляда и почти не выпирает, его можно просто нарисовать. Хотя реальная геометрия не сильно бы сказалась на производительности в игре, оба варианта возможны. Для создания нужных мне моделей и желательно как можно быстрее я иду вот по такому пайплайну. Ищу референсы с нескольких ракурсов и прикидываю размеры объектов. Иногда ресерчу ГОСТы, чтобы понимать, какие размеры применяются чаще всего. Начинаю с примитива. Это кубы, цилиндры и очень редко сферы. Через вкладку Dimensions проставляю размеры в единицах измерения. Для удобства в настройках сцены советую поставить сантиметры, если работаете с Unreal Engine, а метры, если с Unity. По умолчанию в движках используются именно они. Тогда я этого не знал, но теперь заранее учитываю это. Origin, это центр объекта, всегда должен находиться в его основании. При изменении размеров или вращении модели от него происходит взаимодействие. Для стыкующихся моделей Origin ставят в крайний угол, для нестыкующихся можно с задней стороны по центру. А вот, например, для столов, стульев Origin выставляют ровно посередине основания. Просто так удобнее их крутить и закидывать на локацию в движке. В Blender я делаю это, выделяя вертекс, ребро или грань, затем Shift-S, курсор to Selection. Возвращаюсь в объектный режим, открываю панель Set Origin и выбираю тут 3D курсор. Эту функцию я забиндил в меню быстрого доступа по клавише Q. Так можно поставить Origin в любую точку модели. Далее прикидываю, можно ли использовать симметрию для конкретной модельки. Создаю дополнительную геометрию, где это надо. Детализация меша модели зависит от стиля игры и оптимизации. В этом проекте для аниме-стилизации на модели достаточно создать ключевые формы, без фасок, углублений, щелей и других мелких неровностей. Они будут нарисованы на текстуре. Увлекшись моделированием, я немного забил на структуру в Outliner. Так делать не надо, все равно потом при экспорте в движок придется переименовывать. Итого, спустя пару десятков часов работы над моделями, локация без текстур была готова. Почти не считая кофейни и перрона. Чтобы нарисовать текстуры, модель надо развернуть на плоскость, перенести реальные координаты в UV-пространство. И тут тоже есть свои нюансы. Сначала весь перечень моделей, уникальные модули стен и столбов, скамейки, потолок нарезаются. Я назначаю швы, по которым моделька будет раскладываться на плоскость. Чем меньше швов, тем лучше, но только при условии, что развертка будет без растяжений. Проверяется растяжка через отображение UV Angle, синий цвет без растяжений, зеленый — все плохо. Еще понять, как текстура будет сидеть на модели, помогает чекер. Это вот такая клетчатая текстурка.
Чтобы увидеть ее на модели, назначаю материал и создаю ноду Image Texture. Выбираю UV Geared, прописываю разрешение кратное 2. Во viewport в Object Color выбираю отображение Texture. Назначаю этот материал на все развернутые модели. Создавать уникальную текстуру для каждой модели нельзя, даже если они будут небольшого разрешения. В игре это вызывает большое количество дроп-коллов, а от этого процессор захлебывается и FPS падает. Поэтому группы моделей упаковывают в UV-атласы. Выбираю одну из моделей с чекер-материалом и через Ctrl-L выделяю все остальные с таким же, как у выбранного. Через UV Pack Master настраиваю нормализацию размеров островов к одному масштабу. Размер отступа в пикселях для 4К текстуры это 32 пикселя и запускаю продвинутый поиск лучшей укладки. В аддоне Density Checker проверяю плотность пикселей на сантиметр модели. При значении ниже 3,4 текстура будет мыльной. Для стилизации это крайний порог. Для реализма значение обычно выше. По такому принципу разворачиваю остальные модели, и того получается 4 атласа. Чтобы шейдинг не мешал красить модельку, включаю Flat режим, заменяю чекер текстуру на пустую и через заливку накидываю базовые цвета. У каждой локации есть свое настроение, а оно передается через цветовую палитру, поэтому для стен был выбран бежевый цвет. На референсах он тоже есть, но менее насыщенный, в чем фишка hand-paint подхода. Поскольку мы отказались от реалистичного рассеянного освещения и бликов, их надо рисовать вручную, прямо на Base Color текстуре. Для наглядности вот так выглядит базовый цвет на PBR модели, а вот так на отрисованной. Плюс этого подхода полный художественный контроль над стилем и цветом каждого участка. А минус — это надо делать вручную и желательно уметь рисовать. Отрисовку я разбил на 4 этапа. Первое — базовые цвета, только основной цвет материала. Второе — свет и тень. Если грань смотрит вверх, я высветляю ее, если вниз, то затемняю. Третье — градиенты помогают имитировать рефлексы отраженного света и затемнения на стыках. Четвертое. Рисование кистью, подсветки на углах и затемнение на стыках. Это помогает подчеркнуть геометрию модели. Получается что-то похожее на фаски у реалистичных моделей. Как я уже говорил, плитка на полу — это повторяющийся паттерн. Я его нарисовал в фотошопе на текстуре 512 пикселей. Главное, чтобы стыки были не видны. Без объема плитка выглядит скучно. Я смоделировал несколько модулей, которые на пару сантиметров выпирают от пола. Такой трюк часто применяют в играх, чтобы скрыть тайлинг текстуры. Арка состоит из всего одного модуля, продублированного через Array и согнутого по окружности. Blender иногда вылетает по непонятным причинам и вместе с собой может унести файл текстуры. Просто удалить его данные, оставив только пустышку. Так произошло с одним из атласов. Хорошо, что он был еще не закончен, и я его быстро отрисовал заново. Так что держите плюс одну фобию. Этот прикол был и при работе над предыдущей локацией. Видео есть на канале. Делайте бэкапы и убережете нервные клетки. Кроме рисования уникальных текстур, для стилизованной и более упрощенной графики используют color палитры. Это текстура разрешением 256 или 512 пикселей с маленькими квадратиками, в которых находятся градиенты. Плюс эту текстуру можно использовать много раз для абсолютно разных объектов. Просто подгонять UV-развертку в нужный квадрат и получать окрашенный объект. Но есть минус. В таком случае не получится нарисовать детализацию, будет только базовый градиент. В этой локации на некоторых моделях я начал применять такую текстуру, в основном на прямых стенах или других участках, где нет детализации. Над материалами в Blender я поработал немного. Единственное, что требовалось, они должны улавливать прямой свет от источника, солнца, и дорисовывать немного эмбиентной окклюзии. Diffuse BSDF улавливает свет, затем Color Ramp обрезает его диапазон. Soft Light накладывает на текстуру светло-желтый цвет. В Unity для похожего результата придется запариться посильнее. Перед тем, как переносить все в Unity, я хотел убедиться, что в Blender на движке Eevee это выглядит хорошо. Поэтому накидываю аутлайны. Для обводки всегда создается дополнительный слот с материалом. Он состоит из ноды Emission с нужным вам цветом. И обязательно Backface Cooling включен. На сам объект добавляю Solidify и выворачиваю нормали. Для них указываю второй слот материала и регулирую толщину. Обводки вместе с материалом копирую на остальные объекты по сцене.
Мне захотелось реализовать Good Race эффект из этих больших окон, поэтому создал базовый меш и для него собрал вот такую связку нот на основе растянутого Noise Texture и Layer Weight в качестве маски. Экспортировать это в Unity не выйдет, но для эффекта подойдет. На сборку и полировку локации ушло еще немало времени. Спасибо ребятам из моего телеграм-канала, которые поучаствовали в качестве стажеров и создали несколько моделей для этой локации. Так Роман сделал модель поезда и его вагонов. Я чуть отредактировал ее и покрасил. В качестве еще одного эффекта создал систему частиц с полупрозрачным материалом и, отключив гравитацию, дал им возможность хаотично двигаться. Частицы почти незаметны вдали, зато вблизи и на средней дистанции добавляют объем локации. Для переноса локации на Unity я создал проект на 3D Universal Render Pipeline. Первым делом организовал структуру папок по типам контента. Как я понял, в геймдеве принят именно такой тип сортировки, но это не точно. Затем я экспортировал скамейку из Blender. Сам объект не обязательно выставлять в нулевые координаты, но вот в настройках экспорта FBX для Unity ставьте FBX Unit Scale, а также Apply Transform. Это нужно, чтобы в движке масштаб был равен единице, а вращение по оси X — нулю. Внутри файла экспортировал фасад и сиденья в виде отдельных мешей, выставил их на сцену и продублировал несколько раз так, чтобы получился готовый ряд. Его закидываю в объект пустышку, а затем в папку Prefabs. Префабы — это что-то напоминающее шаблон, или если вы знакомы с Unreal Engine, это тот же самый Blueprint Actor. В одном префабе может храниться несколько объектов с назначенными на них материалами и коллайдерами. Если просто дублировать статичные меши по локации, то при надобности не получится изменить их свойства сразу же для всех, что не очень удобно. Повторить материал из блендера оказалось непросто. Спустя пару попыток я разобрался, как отсечь реализм и при этом сохранить лид-шейдер. Так я собрал свой первый шейдер-граф. В него можно создавать материалы, в которых будет доступна загрузка Base Color и AO-Map, плюс коррекция насыщенности и яркости. Если искать аналогию, то мы создаем шейдер-граф как конвейер для печати материалов, и если захотим, можем изменить его. Тогда все созданные на его основе материалы тоже обновятся. Для обводки на объектах понадобится отдельный шейдер-граф. Через вот эту связку нод, подключенную в Position, материал смещает меж по нормалям, а в базовый цвет просто добавляю параметр Color. Эти два простых шейдер-граф я оставлю у себя в телеграм-канале на случай, если кому-то понадобится. Подытожив опыт работы над локациями и вернувшись в прошлое, я бы мог посоветовать себе придерживаться нескольких правил, которые сэкономили бы мне немало времени и, возможно, сделали локацию чутка лучше. Первое. Точечная работа с референсами. Для начала работы эффективнее использовать пару информативных ракурсов и заранее разделить модели на группы в зависимости от метода, которым они делаются. Второе. Этапность. Блокинг, Greybox, Whitebox. Лучше собирать общую композицию примитивами с жестким лимитом по времени, затем переходить к точным размерам. На этих этапах обязательно тестируйте пропорции локации от первого лица прямо в игровом движке. Третье. Недеструктивное моделирование. Сохраняйте гибкость сетки, используйте инстансы для расстановки повторяющихся объектов и модификаторы. Четвертое. Оптимизация текстурирования. Выработайте пайплайн из удобных вам этапов и строго следуйте ему. Так вы потратите меньше времени на постоянные художественные поиски и не будете зацикливаться на мелких детальках. Пятое. Структура и бэкапы. Следите за структурой в аутлайнере и в проводнике тоже. Беспорядок рассеивает внимание, а бэкапы лучше делать раз в пару дней или когда сделали большие изменения в проекте. Это убережет вас от форс-мажорных ситуаций. Шестое. Оптимизация в движке. Заранее думайте над оптимизацией и использованием моделей в движке, даже если вы не разработчик. На каждом ключевом этапе обновляйте сборку в движке, начиная с грейбокса. Надеюсь, эти 6 пунктов помогут вам ускорить пайплайн и структурировать работу над проектами. Оцените видео лайком, если вам понравились результаты или вы узнали что-то полезное. А можете и просто так. Огромное спасибо ребятам, которые помогали с пропсами. Переходите в мой телеграм-канал и следите за разработкой игры или другими проектами. До встречи!